Всех приветствую на моем канале, и это вторая часть платья крючком летний бриз. Во второй части мы с вами свяжем низ изделия, произведем обвязку низа, свяжем красивую рюшу, и наше платье будет готово. Советую вам обратить внимание также на другие мои мастер-классы. Обратите внимание на синюю тунику крючком, она тоже очень красивая и вяжется очень легко. Что ж, давайте приступать к вязанию. После того, как вы довязали до уровня талии, мы начнем переходить к ряду обвязки. Я думаю, что вы заметили, что в последнем ряду мы приблизились как по узору, мы начинали с кратностью узора 6 воздушных петель, а мы подошли практически к 9 воздушным петлям. Поэтому сейчас измерьте по последнему ряду в сантиметрах, сколько у вас получилось. Хватает ли вам этого, проходите ли вы по обхвату бедер. То сейчас мы будем делать провязку между блоками нашими. Мы этот провязали вот эту часть, это у нас будет первый блок нашего платья. Вот этот ряд у нас провязку я немножко изменю, мы немножечко ее пошире сделаем, но сейчас мы будем провязывать ряд столбиков без накида. Как мы будем их вязать? Я провязала 2 воздушные петельки подъема, и как вы видите, мы здесь вязали 2 столбика, между ними 2 воздушные петельки. Значит, вот я провязала 2 воздушные петельки подъема, сюда же я провязываю первый столбик без накида. Вот здесь, где мы вязали вот этот раппорт, сюда мы провязываем вот в этот столбик первый столбик без накида, сюда в серединку еще один, и третий провязываем во второй столбик. То есть здесь у нас будет вот на этот раппорт приходиться 3 столбика без накида. 1, 2, 3. По одному столбику на каждый столбик с накидом предыдущего ряда и 1 столбик в серединку, в арочку из 2 воздушных петель. Далее у нас идет группа из 5 столбиков с накидом. Здесь мы будем провязывать столбик без накида в каждый столбик предыдущего ряда. То есть у нас получится здесь 5 столбиков. Вот в каждый столбик я провязала по столбику. Далее я подхожу опять вот 2 столбика, 2 воздушные петельки. Значит, первый столбик я вяжу вот в столбик предыдущего ряда, 1 столбик на арочку из 2 воздушных петель и второй столбик вот в этот столбик, во второй столбик. Получается у меня раппорт 5 столбиков здесь я провязала и 3 столбика здесь провязала. Раппорт у меня получился 8 воздушных петель. Мы сюда вяжем 5 столбиков без накида. А вот в эту 2 столбика, между ними 2 воздушные петельки, сюда вяжем 3 столбика без накида. И так провязываем до конца ряда. Я провязала весь ряд столбиками без накида, соединительной петелькой в воздушные петли подъема соединила и завершила ряд. И теперь у нас по последнему ряду получился раппорт кратный 8 петлям. То есть у нас была схема последнего ряда, мы провязали в 5 столбиков с одним накидом предыдущего ряда по столбику, то есть 1, 2, 3, 4, 5, и сюда мы провязывали сюда столбик и сюда столбик. У нас получился узор, и у нас получился раппорт кратен 8 воздушным петлям. Поэтому теперь мы начнем делать провязку 3 рядами. То есть мы сейчас первый ряд провяжем столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Далее перейдем на следующий ряд. В середине, как вы видите, это группа из 3 столбиков с общей вершиной. Вот так. И раппорт у нас будет равен вот так вот. То есть
столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, группа из 3 столбиков с накидом, воздушная петля, группа из 3 столбиков с накидом, воздушная петля. И опять повторяем. То есть у нас раппорт также будет равен 8 петлям. Итак, первый ряд мы начинаем вязать, как обычно, с 3 воздушных петелек подъема. 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля на ряд, накид на крючок, одну вот петельку я пропускаю, в следующую я вяжу столбик с одним накидом. То есть у нас первый ряд это воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, петлю основания пропускаем, в следующую петельку вяжем столбик с одним накидом, воздушная петелька, петлю основания пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом. И так мы весь ряд провязываем до конца. И сейчас мы начнем делать провязку. И в последнем ряде мы будем, если вам необходимо, я покажу, как мы будем добавлять петли. Если кто проходит по своему обхвату бедер, то вяжем без всяких прибавок. Поэтому довязываем этот ряд до конца. Столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Это у нас вот этот ряд. И будем переходить на второй ряд, где мы будем провязывать группу из 3 столбиков с накидом с общей вершиной. Я провязала ряд столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля и соединила соединительной петелькой в 3 воздушную петельку подъема, тем самым завершив ряд. Следующий ряд мы начинаем вязать. У нас это будет 2 столбика с накидом, воздушные петельки и группа из 3 столбиков с накидом с общей вершиной. Итак, мы начинаем с 3 воздушных петелек подъема. Мы провязали вот этот ряд. 3 воздушные петли подъема. Вот у меня столбик с накидом здесь нарисован. 1 петелька на ряд. И в следующую петельку, в следующий столбик предыдущего ряда мы провязываем столбик с одним накидом. Делаем накид на крючок и провязываем столбик с накидом. Провязали. Далее по схеме, как вы видите, мы вяжем воздушная петля, группа из 3 столбиков с накидом с общей вершиной, воздушная петля, группа из 3 столбиков с общей вершиной. Поэтому вяжем воздушную петельку, делаем накид на крючок и вот в этот столбик начинаем провязывать. Первый столбик не до конца оставили на крючке, опять накид на крючок в эту же петельку. Провязываем не до конца, столбик с одним накидом оставляем на крючке, опять делаем накид, вводим в эту же петельку крючок, столбик с одним накидом провязываем не до конца, оставляем на крючке. У меня 3 столбика, 1, 2, 3 на крючке, и я их провязываю вместе и воздушную петельку. Провязали вот этот столбик, воздушную петельку провязали, вяжем еще один такой же в следующий столбик с одним накидом. Опять делаем накид на крючок, провязываем сюда не до конца столбик с одним накидом, оставляем его на крючке. Делаем накид на крючок, опять вводим в эту же петельку, провязываем не до конца, оставляем на крючке. Третий столбик, накид на крючок, вводим в эту же петельку, провязываем не до конца, оставляем на крючке. 3 столбика у нас на крючке, мы их провязываем вместе и провязываем воздушную петельку. Далее столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Воздушную петельку мы провязали, накид на крючок, в этот столбик провязываем столбик с одним накидом, опять воздушная петелька, столбик с одним накидом. Вот так у нас будет получаться. Провязали 2 столбика, опять воздушная петелька и опять группа из 3 столбиков с накидом с общей вершиной. Три столбика на крючке, провязываю их вместе, воздушная петелька и следующая группа из 3 столбиков с накидом.
воздушная петелька, столбик с накидом. И раппорт у нас получается, состоит столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, группа из 3 столбиков с накидом с общей вершиной, воздушная петелька, группа из 3 столбиков с накидом с общей вершиной, воздушная петелька. Все, это наш раппорт. И мы начинаем новый раппорт. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Сейчас я провяжу еще одну воздушную петельку и опять провяжу группу из 3 столбиков с накидом. И это наш второй ряд, который мы провязываем до конца. И точно так же, как предыдущий ряд, мы его будем соединять соединительным столбиком, соединительной петелькой в 3-ю воздушную петельку подъема предыдущего ряда. Поэтому давайте мы провяжем этот ряд. И следующий ряд мы будем вязать уже точно такой же, как первый ряд мы вязали. Поэтому мы сейчас вяжем второй, в 3-ю воздушную петельку подъема соединяем и переходим на следующий. Я завершила ряд в 3-ю воздушную петельку подъема, и теперь мы будем повторять последний ряд провязки и вязать его точно так же, как мы вязали первый ряд. Начинаем с 3 воздушных петелек подъема, 1 петля на ряд, и начинаем вязать столбик с накидом, воздушная петля. Вот я провязала столбик, столбик, воздушную петельку, и столбик мы будем вязать вот в вершинку группы из 3 столбиков с накидом предыдущего ряда. Опять воздушная петелька, и я буду вязать вот в серединку, прямо в самую. Воздушная петелька, столбик с одним накидом, воздушная петелька, столбик с накидом, воздушная петля, и опять вот в серединку. Находим серединку, и вот в самую серединку я провязываю столбик с одним накидом. Вот сюда. И провязываем этот ряд до конца и соединяем в 3-ю воздушную петельку подъема. Я провязала ряд и соединила в 3-ю воздушную петельку подъема. Теперь мы должны просчитать, сколько здесь у нас столбиков, то есть просчитать количество петель. И следующий ряд мы будем провязывать столбиками без накида. Полностью ряд мы будем провязывать в каждую петельку. Я сделала 1 петельку подъема. И теперь в каждую петлю предыдущего ряда я буду провязывать столбики без накида. Если вам хватает сантиметров, то есть мы должны вот теперь взять, так как следующий ряд мы будем вязать столбиками без накида, то мы должны по последнему ряду измерить в сантиметрах. Если вы измерили вот в этом ряде, когда мы начинали делать провязку, измерили сантиметры, и вам не хватило сантиметров по вашему обхвату бедер, то есть у нас тоже учитывайте то, что у вас не должно быть в облипку, оно должно быть свободной посадки. Если у вас не хватает сантиметров, либо вы хотите сделать платье более пышным, то мы должны сейчас просчитать петли, сделать расчет и добавить необходимое количество столбиков для того, чтобы добавить дополнительные сантиметры. Теперь мы посчитали, вот я измерила, что у меня в 10 петлях 4,5 сантиметра. Вы условно взяли свой обхват бедер, он у вас, допустим, составляет 90 сантиметров. Вы измерили по последнему ряду, у вас получилось примерно 95 сантиметров. И вы считаете, что вам 95 это маловато, и вы хотите добавить больше сантиметров, чем у вас есть. Вы, допустим, хотите, чтобы у вас было 140 сантиметров всего. То есть не 95, вот как, к примеру, у вас в последнем ряде, а вам нужно 140. Значит, соответственно, вы сюда пишите, вам нужно посчитать, сколько вам нужно петель. Соответственно, мы делаем расчет. Мы 140 умножаем на 10 и делим на 4,5. И считаем. 140 умножаем на 10 и делим на 4,5. У нас получается 311 петель.
Поэтому вы должны просчитать, сколько в последнем ряде у вас петель. Условно у вас 260 петель. И вам нужно добавить 260 петель минус 311. Вам нужно добавить 51 петельку. Значит, вы должны эту 51 петлю равномерно распределить полностью по всему последнему ряду. Так как последний ряд мы будем провязывать столбиками без накида, то прибавки вы должны сделать равномерно. Как мы будем делать прибавки? Надеюсь, по расчету всем все понятно, как рассчитывать и добавлять петли. Сейчас я покажу, как мы эти петли будем добавлять. Я уже показывала, что мы можем добавлять петли как в сам столбик с накидом, в один столбик провязывать по 2 петельки, так и можем провязывать воздушную петлю. То есть вот сюда можем провязывать по 2 петельки сразу. Вот в эту петельку провязываем по 2 петли. То есть мы сейчас должны провязать ряд, и у кого не хватает количества петель, те должны именно в этом ряде сделать расчет, как я показывала, и добавить необходимые петли. Но помните, что мы должны просчитать петли и подвести под кратность узора, по которому мы будем дальше вязать, равного 6. Поэтому провязываем последний ряд столбиками без накида, подсчитываем петли и подводим их под кратность узора равного 6 воздушных петель. Когда мы провяжем ряд, подведем петли под кратность равную 6, далее опять переходим на вязание основного узора. Я провязала ряд столбиков без накида, подвела кратность под раппорт нашего узора, под 6 воздушных петель. И теперь буду переходить к следующему блоку. То есть вот это у нас первый блок. Между каждыми блоками у нас будет провязка. И каждый следующий блок у нас будет связан основным узором по этой схеме. Так как у нас начало основного узора начинается с 6 воздушных петель, а заканчивается кратностью узора 8 воздушных петель, то соответственно у нас каждый блок будет иметь определенное расширение. И если вам этого расширения будет хватать, будет достаточно, то в продолжении вязания каждого нового блока вы можете не делать расширение. То есть, когда мы будем начинать делать провязку между каждыми блоками, то в последнем ряде, который мы вяжем столбиками без накида, вы можете просто вязать по тем петлям, которые у вас получаются, не делая никакие прибавки дополнительные на увеличение, а вяжите просто по схеме, которая вот у нас есть. Поэтому если вам эти прибавки не нужны, если вам будет достаточно вот той ширины, которая будет получаться в конечном итоге от расширения узора в конечном ряде, то вы вяжите именно по расширению узора, без всяких прибавок. Если же вы захотите связать платье и сделать его более пышным, более свободным, то значит всегда прибавки нужно будет делать в ряде провязок, в последнем ряде, когда мы будем вязать столбики без накида. Вот в этом последнем ряде, в этом ряде нужно будет делать прибавки. Опять же повторюсь, если вам нужна будет большая пышность платья. Если она не нужна, значит вяжем без всяких прибавок, соответственно по схеме основного узора, по последнему ряду, где у нас раппорт расширяется и дает нам дополнительные петли. Все, я думаю, я понятно объяснила. Я соединила соединительной петелькой в петли подъема, и теперь буду переходить опять же на вязание основного узора. Как мы помним, мы вязать начинаем с 3 воздушных петелек подъема, 3 воздушные петли подъема провязала, и во вторую петельку начинаю вязать 4 столбика с накидом. 1, 2, во вторую петлю я начинаю провязывать 4 столбика с накидом. Думаю, настолько подробно я не буду останавливаться на вязании этого узора. Мы его уже вязали, вы его уже знаете.
пропускаю 1, 2 и в третью петельку вяжу 1, 2, в третью петельку 2 столбика с накидом, между ними 2 воздушные петельки. Что хочу еще сказать. Высота и количество рядов в каждом блоке будет зависеть от ваших предпочтений. Вы можете не брать за основу мое вязание, а взять за основу только схему, метод вязания, а количество блоков в этом платье, потому что они у нас повторяются и имеют одинаковую схему, один узор одинаковый, вы можете варьировать по-своему. Поэтому я вяжу свое платье так, как вы видите, как оно у меня связано. Вы можете повторять за мной, либо вязать по-своему. Итак, дальше мы следующий вот этот блок вяжем по схеме основного узора. Провязка между каждыми блоками у нас будет одинаковая, вот такая, как мы ее связали. Поэтому вяжем длину платья, вяжем необходимое количество блоков. Между каждым блоком мы делаем провязку и вяжем нужную нам длину. Впоследствии мы будем переходить к обвязке края подола нашего платья и будем переходить на дальнейшее вязание. Я провязала от талии, вот у меня провязка была по уровню талии, и я провязала еще один блок. У меня теперь получается вот один блок, то есть вот у меня лямочки были. Я под грудью провязала первый блок до талии, сделала провязку и провязала вот еще один блок. У меня это доходит до верхнего уровня бедер. И сейчас я тоже буду делать провязку. То есть, как вы помните, вот у нас была провязка. Мы ее делали по схеме. То есть мы первый ряд провязывали столбики без накида. Потом мы начинали провязывать столбик, воздушная петля, столбик. Потом ряд с группой из 3 столбиков с накидом. Опять столбик, воздушная петля, столбик. И последний ряд у нас был столбики без накида. То есть у нас была вот такая вот схема. Мы провязывали первый ряд столбик без накида, столбик, воздушная петля, группа из 3 столбиков, столбик, воздушная петля, и последний ряд у нас был столбик с накидом. Сейчас я буду делать провязку ту же самую, но вот между вот этими рядами я провяжу еще ряд. После ряда столбиков без накида я провяжу ряд столбиков с одним накидом. И также в конце, то есть предпоследний ряд, я провяжу ряд столбиков с одним накидом. То есть у меня только изменится, то есть вот мы вязали провязку по этой схеме. То есть у нас было 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Сейчас я немножко изменю. Вы можете провязывать вот схема 1 будет у меня и схема 2. Вы можете также провязывать по первой схеме в 5 рядов. Можете также провязывать по схеме, здесь на 2 ряда увеличится. Разница только вот мы провязывали ряд первые столбики без накида. Здесь и после ряда столбиков без накида добавляется точно такой же ряд, только столбики с накидом. И в конце мы провязывали последний ряд столбики без накида. Здесь же, как вы видите, перед столбиком без накида будет точно такой же ряд, только столбики с накидом. Вот и все отличие. Поэтому я схему приложу. Суть основной провязки мы уже вязали, я показывала, как вязать, поэтому я здесь показывать не буду, просто я провяжу провязку вот несколько иначе. Можно также изменить и, например, ну это на ваше усмотрение, провязать, например, вот этот вот ряд, который я обозначила столбиками с одним накидом, можно его провязать точно так же, как вот этот вот ряд: столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. То есть дублировать вот этот ряд 2 раза. То есть это зависит от вашей фантазии, вы можете это изменять по своему усмотрению, как вам больше нравится. Можете вязать по схеме 1, можете вязать по схеме 2, можете вот эти ряды как-то поменять местами. Варьируйте тот вариант, который вам больше нравится, и давайте приступать к вязанию дальше. Когда вами провязана необходимая длина платья,
мы начинаем обвязывать низ нашего изделия. Я вот провязала последний ряд, который у меня закончился. Вот последним рядом нашего узора по схеме. То есть я провязала, вот закончила этим рядом последним. И теперь я буду обвязывать низ изделия. То есть первый ряд я, вот как вы видите, я начала провязывать просто столбиками без накида. Первый ряд я провяжу. То есть мы уже делали такую обвязку, когда переходили с блока одного на другой. Поэтому сейчас я на этом подробно останавливаться не буду. Провязываю один ряд столбиками без накида. Далее я провяжу ряд столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. То есть вот когда мы делали обвязку, мы провязывали один ряд, мы провязывали столбиками без накида. Потом мы вязали ряд столбиками с накидом, и ряд у нас был столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Поэтому сейчас я провязываю один ряд столбиками без накида, а второй ряд я провяжу столбик, воздушная петля, столбик. И третьим рядом я провяжу пико ряд. Поэтому я сейчас закончила, провязала необходимую длину, провязываю ряд столбиками без накида, далее ряд столбик, воздушная петля, столбик, и закончу ряд воздушными петлями пико. И вам покажу, как это будет получаться. И далее мы будем переходить на провязку нашей рюши, которая у нас будет проходить по верхней части изделия, то есть вот здесь мы по горловине это будем провязывать рюшу. Поэтому давайте сейчас обвяжем низ изделия и будем переходить дальше к навязанию. Я провязала один ряд столбики без накида, вот этот вот ряд, и второй ряд я провязала столбик с накидом, воздушная петля, столбик накидом через одну петельку предыдущего ряда. Последний ряд обвязки низа я буду провязывать столбиками без накида с пико. Вот я соединила в третью воздушную петельку подъема, и теперь я провяжу одну-две воздушные петли подъема и в эту же петельку столбик без накида. Вы можете провязывать пико в том порядке, в котором вам удобно, то есть через определенное количество столбиков на ваше усмотрение. Я буду вязать через свое количество, то есть я буду вязать на пятом столбике пико. Вот я считаю по столбикам с накидом, буду считать первый, второй, третий, четвертый столбик без накида, и вот этот вот пятый столбик у меня получается вот от начала вязания: первый, второй, третий, четвертый, пятый. В пятый столбик я сюда провяжу столбик без накида и отсюда провяжу пико из 4 воздушных петель. 4 воздушные петельки, ввожу сюда крючок, протягиваю рабочую ниточку и вяжу дальше. И опять считаю: первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, и вот он пятый. В пятый я опять провяжу пико, то есть вот от этого пико, вот оно у меня сюда приходится: раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, 4 воздушные петельки провязала, ввожу крючок в петельки и протягиваю рабочую нить и вяжу дальше. У меня будет вот так получаться.
То есть низ изделия я обвязываю всего 3 рядами. Первый ряд столбики без накида, второй ряд столбик, воздушная петля, столбик, и третий ряд я провязываю столбики без накида, и между определенным количеством столбиков предыдущего ряда провязываю пико из 4 воздушных петель. Вы можете вязать на каждый столбик через 2, через 3 петельки, это на ваше усмотрение. Низ изделия обвязываем так, провязываем ряд до конца. Я обвязала низ изделия, и вот так вот это у меня смотрится. То есть не утяжеленный и вполне себе смотрится очень даже хорошо. То есть низ не утяжелен, обвязан легкой обвязкой, легкими пико, и вот так у нас это выглядит. Теперь мы будем переходить к обвязке нашей горловины. Я оставила на горловине, когда провязывала вырез, маркер, чтобы знать, это у меня передняя часть. По передней и задней мы будем провязывать рюшу. Она у нас будет выглядеть вот так вот. Вот такой формы, вот такого вида. Вы можете выбрать свою обвязку, то есть любую рюшу связать, но у меня вот будет вот такая. Так она будет выглядеть. Я вязала это из пряжи Коко, на несколько потолще, ну просто для наглядности, чтобы вы видели. Для начала нам нужно по всей длине нашего выреза и спереди, и сзади обвязать столбиками без накида. Для этого мы возьмем рабочую нить и прикрепим ее. Прикрепите лучше вот это вот у меня передняя, вот где маркер у меня прикреплен, это передняя часть. Сейчас я поменяю маркер на более яркий, чтобы было лучше видно. Это у меня передняя часть, и я предлагаю прикрепить рабочую нить с задней части. Вот можно на серединку вот прикрепить, найдите срединную часть, вот она у меня серединка, и сзади прикрепите рабочую нить. Все, рабочую нить я прикрепила, и теперь я буду обвязывать полностью весь вырез спереди и сзади столбиками без накида. Так как у нас наша рюша, у нее конечный вот этот раппорт будет кратен 14, поэтому нам нужно при обвязке просчитывайте петли и подводите подкратность равную 14 петлям. И мы будем обвязывать самым обычным способом. Тут не принципиально, как вы будете обвязывать. Самое главное, чтобы это было симметрично. То есть вот я провязываю первый столбик. И вот в каждую петельку, какая у меня получается по нашему вязанию, вот, соответственно, где мы вязали петли подъема, вот, допустим, это у нас петли подъема, а где-то у нас столбик с одним накидом, то сюда мы будем провязывать по 2 столбика. Одним словом, мы должны провязать столбики без накида, сделать обвязку, и параллельно мы должны просчитывать петельки. Вот так у нас будет выглядеть столбиками без накида. И просчитываем петли, подводим их, чтобы у нас петли были кратные нашему раппорту, нашему узору, равному 14. Поэтому провязываем по всему вырезу, просчитываем петли и подводим под кратность узора. Когда мы обвязали всю горловину спереди и сзади столбиками без накида, подвели под кратность равную 14, следующий ряд мы будем провязывать столбик, воздушная петля, столбик. Но мы будем удваивать петли, так как у нас рюша должна быть присборенная. То есть это у меня как образец, в итоге она должна быть вот у нас в сборенном виде. Поэтому я сейчас делаю 3 воздушные петельки подъема, 1, 2, 3, 1 петелька на ряд, и провязываю столбик с одним накидом в следующую же петельку.
опять воздушная петля, воздушная петля, накид на крючок и опять в следующую же петельку провязываю столбик с накидом. Воздушная петелька, накид на крючок и столбик с одним накидом в следующую же петельку. Воздушная петелька, накид на крючок и в следующую же петельку столбик с одним накидом. То есть мы увеличиваем нашу кратность петель ровно на 1. То есть если вы подвели под кратность узора равного 14, грубо говоря, у вас 14 петель, при вот таком узоре, как мы вяжем, мы провязываем дополнительную воздушную петлю между столбиками, у вас получится не 14, а 28 петель, что также кратно 14. Поэтому мы полностью провязываем от начала до конца по этой схеме столбик, воздушная петля и провязываем в каждую петельку ряда. Вяжем до конца. Я провязала полностью по всему вырезу ряд, удвоила петельки, вот так у нас должно получиться. И теперь мы будем переходить на вязание уже узора. Обратите внимание, что вот эти вот ряды, вот у меня провязано 1, 2, 3. Вот, они у нас будут повторяться. И количество этих рядов вы должны провязать на свое усмотрение. То есть это все зависит от того, какой ширины вы хотите связать рюшу или воланчик, как хотите назовите. То есть вы должны учитывать, что вот мы будем вот эти ряды, вот 1, 2, 3, они одинаковые, которые вяжутся вот по этой схеме. Мы их будем повторять. А далее вот этот узор, он у нас получается, вот у меня связана эта пряжа Коко, он у меня около 5 сантиметров. А мы вяжем из пряжи Пеликан, значит примерно где-то 4-4,5 сантиметра вот этот узор у нас займет. Значит, вы должны сами для себя определить, какой ширины этот волан вы хотите сделать. Кто-то его свяжет коротеньким, то есть провяжет всего 2 ряда и перейдет вот на вот эту вот шишечку, на эти расширения. А кто-то провяжет 10 рядов для того, чтобы этот волан закрывал как-то плечи и сделает его более широким. То есть это все зависит от того, от какой вы хотите получить результат. Но в любом случае я сейчас покажу, как провязывается этот ряд, по какой схеме мы его будем вязать. Я провяжу у себя несколько рядов, покажу, сколько рядов я провязала, и будем дальше переходить на вязание вот уже вот этой части волана. Я соединила ряд воздушной соединительной петелькой в 3-ю воздушную петельку подъема, провязала 3 воздушные петли подъема на ряд, и теперь я начинаю вязать. То есть вот я провязала 3 воздушные петельки подъема, они у меня будут считаться как один столбик с накидом. Значит, мы начинаем вязать. Вот мы провязали, вот у нас 3 воздушные петли, они будут у нас приходиться вот на вот этот столбик. 3 воздушные петельки, далее еще 2 петли на ряд, которые вот сюда будут приходиться. 3 провязала, еще 2 я провязываю. Далее мы вяжем через 2 в 3-ю петельку 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. К сожалению, печатной схемы у меня нету, я это придумывала по ходу вязания, поэтому мы будем вот вязать по этому образцу. Провязали 2 петли на ряд, делаем накид на крючок. Вот это у нас первый столбик, вот мы первый, вот этот вот первый столбик, и во второй, вот в этот столбик мы начинаем провязывать. Первый столбик с накидом, сюда же второй, 2 провязали, 2 воздушные петельки, и сюда же опять вяжем еще 2 столбика, первый и второй. Всего у нас в одну петельку получилось 4 столбика, между ними 2 воздушные петельки подъема. Провязали. Теперь 2 воздушные петли. 1, 2. Вот опять мы вот тут вязали вот раз, во второй столбик вяжем. Делаем накид на крючок, пропускаем 1, во второй вот этот столбик предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Провязали. Опять пропускаем 1, во второй будем вязать
тот же самый узор, который вот мы провязывали. 2 воздушные петельки, накид на крючок, 1 столбик пропускаем, во второй опять вяжем 4 столбика с одним накидом, между ними 2 воздушные петельки. Вот я провязала 2 столбика, 1, 2, 2 воздушные петли, и сюда еще 2 столбика с одним накидом, первый и второй. Вот так. Опять 2 воздушные петельки, накид на крючок, пропускаем вот этот столбик, и во второй столбик провязываем столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные петельки, накид на крючок, пропускаем вот этот столбик, и во второй столбик провязываем 4 столбика с накидом, между ними 2 воздушные петельки. Вот я вяжу первый столбик, второй, 1, 2, 2 воздушные петельки, и сюда еще 2 столбика. Первый столбик, второй столбик, 2 воздушные петельки, пропуская первый, во второй столбик провязываю столбик с одним накидом. Вот, и мы вот так чередуем, провязываем до конца ряда, и провязываем в конце ряда 2 воздушные петельки и соединяем в третью воздушную петлю подъема. То есть мы в конце ряда должны получить вот этот участок. То есть у нас будет не столбик с накидом, а у нас здесь 3 воздушные петельки, 2 мы провязали на ряд, и перед вот этими 3 воздушными петельками вот тут мы должны провязать вот этот раппорт, 2 воздушные петли и соединить в третью воздушную петельку подъема. Провязываем этот ряд до конца. Я завершила ряд и соединила соединительной петелькой в третью воздушную петлю подъема, и у меня получилось полностью беспрерывный ряд. Теперь мы переходим к следующему ряду, и его мы вяжем точно так же, как вязали вот сейчас ряд. То есть мы опять провязываем 3 воздушные петельки подъема, которые у нас будут считаться за 1 столбик с накидом, 3 воздушные петли, 2 петельки на ряд, и опять вяжем вот точно так же. Но мы теперь вяжем вот в арочку из 2 воздушных петель. Делаем также накид на крючок, и в эту арочку провязываем 4 столбика, между ними 2 воздушные петельки. Вот я 2 столбика провязала, 2 воздушные петли, и сюда еще 2 столбика, первый и второй. Опять 2 воздушные петельки, накид на крючок и столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. 2 воздушные петельки, и сюда опять вяжем 2 столбика, 2 воздушные петельки, 2 столбика. И сюда же еще 2 столбика в арочку из 2 воздушных петель. 2 воздушные петельки и столбик с накидом вот сюда предыдущего ряда. Сюда провязываем столбик. Вот так у нас будет получаться. Опять 2 воздушные петельки. И повторяем тот же самый узор, который мы вязали в прошлом ряде. До конца ряда его провязываем, повторяем. И мы повторяем этот узор. То есть вы должны определить для себя, как я уже говорила, сколько рядов вы провяжете. То есть вы определитесь, вот у нас вот лямочка, да, вот это вот. То есть, соответственно, у нас он будет ложиться, рюша это, так как мы ее провяжем длину, она будет вот так ложиться. Вот. И вы должны для себя определить, какой ширины она будет. В соответствии с этим измерьте, сколько у вас получается в сантиметрах вот этот ряд. Так как я вам уже сказала, что переходить на вязание вот этого расширяющегося узора мы будем после того, когда вы провяжете необходимое вам количество рядов. Ширина вот этого ряда
пряжи нашей Пеликан будет где-то 4-4,5 сантиметра, поэтому мы сейчас провязываем необходимое вам количество рядов и будем переходить уже на вот это расширение. Поэтому мы провязываем, повторяем, дублируем этот ряд необходимое нам количество раз. В конце каждого ряда мы соединяем соединительной петелькой в третью воздушную петельку подъема, и также с 3 воздушных петель подъема мы начинаем ряд и 2 воздушные петельки на ряд. Поэтому вяжем. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5 рядов, и теперь мы будем переходить к вязанию вот этого расширения. То есть мы будем провязывать вот первый раппорт точно так же, как мы вязали вот предыдущий наш ряд, а во второй будем вязать 7 столбиков с одним накидом. То есть вот вместо вот этой части мы провяжем 7 столбиков с накидом и будем чередовать. Я провязала 3 воздушные петельки подъема, мы так и будем провязывать 3 воздушные петельки подъема, 2 петельки на ряд, и первый раппорт вот этот вот я его точно так же и провязываю 4 столбика с одним накидом, между ними 2 воздушные петельки. Провязала. Теперь также 2 воздушные петли, столбик с одним накидом в столбик с накидом предыдущего ряда, опять 2 воздушные петельки, 2 воздушные петельки провязали, и теперь сюда мы вяжем 7 столбиков с одним накидом в арочку из 2 воздушных петель. Первый столбик, второй, и так вяжем 7 столбиков. Провязали 7 столбиков, опять 2 воздушные петельки, столбик с накидом предыдущего ряда, 2 воздушные петли, опять повторяем этот же узор. То есть мы теперь будем чередовать. Мы чередуем 4 столбика, между ними 2 воздушные петельки, а потом 7 столбиков в арочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. Вот я провязала, опять 2 воздушные петли, столбик с накидом предыдущего ряда, 2 воздушные петельки, и сюда теперь 7 столбиков с одним накидом. Вот такое у нас получается чередование, и этот ряд мы вяжем до конца, чередуя 7 столбиков с накидом и 4 столбика, между ними 2 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний 7 столбик. Довязываем этот ряд до конца. Я завершила ряд соединительной петелькой в 3 воздушную петлю и провязала 3 воздушные петельки подъема. Далее мы смотрим, что вот эта схема, где мы вяжем 4 столбика, между ними 2 воздушные петли, она у нас будет всегда повторяться. У нас только изменения будут вот в расширяющейся части. Мы сейчас провязали вот 7 столбиков с накидом, и теперь мы будем вязать в каждый столбик с накидом воздушную петельку, столбик с накидом воздушную петельку. То есть мы тут провязали 7 столбиков с накидом, и здесь мы провяжем 7 столбиков с накидом, между каждым столбиком по воздушной петельке. Эта часть схемы у нас остается без изменений. То есть я провязала 3 воздушные петельки подъема, 2 петли я провязываю на ряд, и вот эту часть узора я провязываю без изменений. То есть 4 столбика с одним накидом, между ними 2 воздушные петельки. Две воздушные петли, столбик с одним накидом, предыдущий столбик с накидом, и опять 2 воздушные петельки. 2 воздушные петельки мы будем провязывать
всегда. Вот они у нас вяжутся, всегда мы их провязываем. Провязали, и теперь переходим вот к расширению. Мы провязываем столбик с накидом в предыдущий столбик с накидом и воздушная петелька. В следующий столбик провязываем еще один столбик, воздушная петелька. Следующий столбик, воздушная петля, еще один столбик, столбик, воздушная петелька. Следующий точно так же. Между каждым столбиком провязываем воздушную петельку. Всего точно так же у нас должно получиться, как и в предыдущем ряде, 7 столбиков с накидом. Вот. Только между каждым столбиком мы провязываем по воздушной петельке. Опять 2 воздушные петли и столбик с накидом предыдущего ряда. Опять 2 воздушные петельки и начинаем повторять то же самое и провязываем таким образом ряд до конца. Я провязала ряд, вот наше расширение пошло, столбики, воздушные петельки я провязала, и далее мы начнем вязать в каждую арочку, которую мы провязывали воздушную петельку, по 2 столбика с одним накидом. То есть в арочке из одной воздушной петли мы провяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 парных групп по 2 столбика. Всего у нас здесь получится 12 столбиков с одним накидом. Поэтому мы опять новый ряд начинаем с 3 воздушных петелек подъема, 3 воздушные петельки, 2 петли на ряд. Эта часть раппорта у нас вяжется без изменений. 4 столбика, 2 воздушные петельки, 2 воздушные петли, столбик с накидом предыдущего ряда. И здесь мы также вяжем в начале части этого раппорта 2 воздушные петельки и начинаем вязать. Вот в каждую вот эту воздушную петлю провязываем по 2 столбика с одним накидом. В каждую арочку. Вот так у нас получается. То есть в каждую арочку в эту мы провязывали по 2 столбика с накидом. Далее опять 2 воздушные петельки, столбик с накидом предыдущего ряда, и повторяем то же самое, вяжем до конца ряда, повторяем этот раппорт. Вот так у нас получается. Я завершила соединительной петелькой и 3 воздушные петельки подъема провязала. Теперь вот мы провязали вот эту часть. Теперь мы будем опять вязать столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Всего у нас будет 7 столбиков, и между ними по воздушной петельке. Начинаем вязать. 3 воздушные петельки я провязала уже. 2 воздушные петли на ряд, и эту часть раппорта мы точно так же повторяем без изменений. Здесь у нас 4 столбика, между ними 2 воздушные петельки. 2 воздушные петельки, столбик с накидом предыдущего ряда. Опять 2 воздушные петли. И начинаем вязать. Обращаем внимание, как мы здесь вяжем. Первый столбик провязываем в самый первый столбик. Провязали, воздушная петля, накид на крючок, пропускаем 1 и вяжем через 1. То есть мы первый провязали, через 1 в третий вяжем следующий, второй столбик.
опять воздушная петля, опять один столбик пропускаем, в следующий вяжем. Провязали, опять воздушная петля, то есть вот мы должны провязать 7 столбиков. Мы провязали 1, 2, 3. Сейчас мы вяжем срединный, четвертый, и вот когда мы провяжем первые 3 столбика, четвертый мы вяжем, вот мы пропускали всегда, провязали, пропустили столбик, следующий вяжем, но четвертым мы вяжем в следующий сразу столбик. Мы тут не пропускаем один столбик, а вяжем, вот третий провязали и в следующий вяжем четвертый. То есть у нас серединка получается, вот срединный столбик, он будет попадать у нас вот сразу идти после третьего столбика. Опять воздушная петелька, опять пропускаем один столбик, вяжем в следующий. Воздушная петелька, пропускаем столбик, вяжем в следующий. Воздушная петля, пропускаем столбик и вяжем в последний. То есть у нас как получается, что нам нужно запомнить здесь, когда мы провяжем первые 3 столбика, то есть столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, мы их вяжем через столбик предыдущего ряда. И когда мы провяжем третий столбик, провяжем воздушную петлю, и четвертый столбик мы будем вязать сразу в следующий столбик предыдущего ряда, чтобы у нас симметрично все 7 столбиков с накидом легли по столбикам предыдущего ряда. Все, дальше я вяжу опять 2 воздушные петельки и продолжаю вязать, повторять этот раппорт до конца ряда. Я завершила ряд соединительной петелькой, как обычно, в 3-ю воздушную петельку подъема. Вот, я провязала вот этот вот ряд. Теперь дальше мы будем провязывать ряд, который у нас будет точно такой же, как вот мы провязывали воздушную петельку по 2 столбика. То есть мы сейчас вот в эти арочки будем опять провязывать по 2 столбика. Я провязала 3 воздушные петельки подъема. Сейчас провяжу 2 петли на ряд и начальный раппорт провязываем точно так же, как обычно. Две воздушные петельки. И в каждую арочку, вот в эту, я буду провязывать по 2 столбика с одним накидом. Мы уже такой ряд провязывали. В каждую арочку по 2 столбика. Две воздушные петельки и столбик с одним накидом в конце ряда, в конце раппорта. Вот таким образом мы повторяем опять от начала до конца ряда этот раппорт. Такой ряд мы уже вязали вот этот предыдущий ряд. Вяжем. Я провязала ряд, вот у нас так получается, и следующий ряд, как вы видите, мы будем провязывать точно так же, как вот мы вязали столбик, воздушная петля, столбик, то есть через один столбик предыдущего ряда. Я провязала 3 воздушные петельки подъема, провязываю 2 петельки на ряд. Эту часть раппорта я повторяю. Две воздушные петельки подъема, первый столбик с накидом в первый столбик,
провязываю, воздушная петелька, накид на крючок, пропускаю один столбик и в следующий провязываю еще один столбик с накидом. Опять воздушная петелька, пропускаю столбик ряда, в следующий столбик провязываю столбик с накидом. Опять воздушная петелька, следующий столбик, вот я 3 провязала, 4-й столбик провязываю в следующий, ничего не пропуская. Опять воздушная петелька, пропускаю столбик, вяжу следующий, опять пропускаю, вяжу следующий, воздушная петля, пропускаю, вяжу в последний столбик. Всего у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Вот, мы уже вязали такой ряд, поэтому провязываем до конца. Вот так у нас получается. И сейчас мы будем переходить к рядам обвязки. Обвязывать мы будем 2 рядами. То есть у нас ряд один будет, который будет состоять полностью из цепочек воздушных петель. И вторым рядом мы будем также цепочки воздушных петель провязывать уже с пико. Итак, давайте приступим к обвязке. Обвязка у нас будет весь ряд состоять из цепочек воздушных петель, из 3 воздушных петель. 3 воздушные петельки будут в каждой цепочке. Изначально я провязываю 1, 2, 3 воздушные петельки и соединяю столбиком без накида вот в самый первый, вот в этот столбик. Соединила. Опять 1, 2, 3. 3 воздушные петельки соединяю вот сюда в серединку столбиком без накида. Опять 1, 2, 3. 3 воздушных петельки соединяю в последний столбик столбиком без накида. Все, здесь понятно, у нас вот получилось 2 арочки. Опять провязываем 1, 2, 3 и соединяю вот в этот серединный столбик. Переходим вот к нашему вот этому расширению. Провязываем опять 1, 2, 3. И вот у нас начинается первый столбик. Мы делаем соединение в этот первый столбик. У нас здесь будет соединение. Соединили. Дальше 1, 2, 3. Опять в столбик мы соединяем. 1, 2, 3. Здесь мы соединяем, вот мы вязали 3-й и 4-й столбик, у нас вот между ними нету столбика, мы вязали подряд, поэтому мы будем провязывать вот сюда в серединку. То есть понятно, да, вот мы вязали 2 столбика, вот 1, 2, 3, а 4 вязали не пропуская в основании ряда столбика. Здесь мы провязываем ровно посередине между 3-м и 4-м столбиком. Далее 1, 2, 3 в столбик. Вот мы этот 4-й пропускаем, вот в этот в 5-й вяжем. Опять 1, 2, 3 вяжем в столбик. Дальше опять 1, 2, 3 вяжем в столбик. 1, 2, 3 вяжем в последний столбик. То есть вот по вот этой вот арочке, то есть вот по этому расширению у нас должно получиться вот таким образом, что мы соединяем, провязываем столбики без накида в каждый столбик. Получается 1, 2, 3. Между вот этими столбиками, где мы провязывали столбик-столбик, мы именно в серединку провязываем, а остальные все арочки провязываем столбиком без накида, столбик-столбик предыдущего ряда. Еще раз давайте провяжем. Провязываю опять 1, 2, 3 воздушные петельки. Здесь мы провязываем в первый столбик. 1, 2, 3 в серединку вот сюда провязываем. 1, 2, 3 в последний столбик провязываем. Опять вяжем 1, 2, 3 вот в этот срединный столбик соединяем столбиком без накида. Опять 1, 2, 3 соединяем в первый столбик вот этого расширения нашего.
Раз, два, три. Во второй столбик. Раз, два, три. И теперь мы провязываем вот между вот этими столбиками, то есть там, где вот мы не пропускали столбик основания. Сюда провязываем. Опять раз, два, три. Провязываем вот в этот, в пятый столбик. Раз, два, три. Сюда провязываем. В шестой. Раз, два, три. Седьмой. Раз, два, три. И в серединный столбик. Вот у нас получаются вот такие вот арочки. Поэтому эти арочки мы провязываем до конца ряда. И будем переходить на вязание последнего ряда, который у нас будет рядом с пико. Я заканчиваю ряд, и этот ряд мы соединяем в самую первую петельку подъема. Протягиваем рабочую ниточку. Вот так. Далее у нас будет ряд с пико. Мы будем вязать вот такие пико с арочками. Итак, как мы будем вязать пико? Вот мы соединили. Теперь мы провязываем раз, два, три, 4, 5 петелек. И вот в эту петлю получается первая, вторая, в третью петельку от крючка вводим крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем. Провязали пико. Тут у нас перед пико получается первая, вторая петелька. Теперь нам с этой стороны нужно тоже 2 провязать. Первая, вторая петелька. Вот у нас провязано с этой стороны 2 петли, с этой стороны посерединке пико. Провязали и соединяем вот в первый столбик, который мы вязали. Вот сюда. Соединили. Получилось у нас пико. Опять вяжем первая, вторая, третья, четвертая, пятая петелька. В третью петлю первая, вторая, третья, в третью петлю от крючка провязываем пико и довязываем еще 2 петельки. Соединяем опять в столбик, то есть в срединный в этот столбик. Провязали, вот так у нас будет получаться. Опять раз, два, три, 4, 5. В третью петельку от крючка провязываем пико и довязываем 2 петельки. И соединяем вот, который у нас вот этот, где последний столбик мы провязывали, сюда. Столбик без накида. Вот так у нас будет получаться. То есть у нас получаются арочки, в серединках у нас пико. Дальше провязываем просто раз, два, 3 воздушные петельки. То есть у нас вот эти арочки с пико будут вот над этими рядами, над этим рядом, над этим и над расширениями. Вот там, где мы вязали по 2 воздушные петельки, вот переход от одного узора к другому, мы пико провязывать не будем. Ну, по крайней мере, я не буду. Вы можете на свое усмотрение. Вот я провязала 3 воздушные петельки, соединяю в столбик предыдущего ряда. Опять раз, два, 3. Опять соединяю столбиком без накида предыдущего ряда. Все, теперь у меня пошло расширение вот это вот. Тут я буду вязать с пико. Провязываю раз, два, 3, 4, 5. В третью петельку от крючка провязываю пико. Довязываю 2 петельки. И в столбик, вот который у нас, вот этот вот мы провязывали арочки, соединяю. Опять раз, два, 3, 4, 5. Провязываю пико в третью петельку от крючка. Довязываю 2 петельки.
и соединяю столбиком без накида в столбик без накида предыдущего ряда. Опять 1, 2, 3, 4, 5. В третью воздушную петельку от крючка ввожу крючок, протягиваю рабочую нить, довязываю еще 2 петельки и соединяю в столбик без накида предыдущего ряда. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Довязываю 2 петельки в столбик, соединяю. 1, 2, 3, 4, 5. Последний, вот видите, у меня вот он заканчивается. Вот. Я провязала, вот он у нас этот соединительный ряд. Сюда мы провязали столбик и дальше начали вязать пико. Поэтому это у меня последнее. Соединяю в третью от крючка петельку, провязываю 1, 2 и столбик соединяю. 3 воздушные петельки и в столбик предыдущего ряда провязываю столбик без накида. Опять 1, 2, 3. Вот мы здесь вот начинаем вязать так же, как вот мы здесь вязали. Вот я провязала, соединила, получается, вот в эту петельку, и теперь мне нужно тут провязать 3 арочки с пико. Я провязала 3, 4, 5. В третью петельку соединяю, довязываю 2 петли и соединяю столбик предыдущего ряда. То есть нам нужно здесь 1, 2, 3, чтобы у нас было 3 пико. Опять 1, 2, 3, 4, 5. В третью петельку я соединяю, довязываю 2 петли и соединяю столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. В третью петельку я соединяю, протягиваю рабочую ниточку, 2 петельки довязываю и в столбик предыдущего ряда соединяю. 1, 2, 3. Здесь я вяжу без пико в этот столбик срединный. Опять 1, 2, 3. Опять у меня здесь 2 воздушные петельки, я сюда без пико вяжу. И вот на это расширение я буду опять вязать пико, вот как мы только что здесь провязывали. И у нас получится вот таким вот образом наша оборочка будет оформлена. Поэтому давайте провяжем до конца, и у нас оборка примет уже окончательный вид. Я провязала полностью последний ряд, и вот так вот выглядит у нас наша оборочка. Вот у меня лямочка. Вот так вот. То есть здесь маркер, это у меня передняя часть. Вот наша лямочка, которая будет ложиться на плечо. Оборочку мы вязали вот так вот. То есть у нас лямочка внутрь заходит и оборка сверху. Поэтому, чтобы у нас ничто никуда не загибалось, теперь я взяла рабочую нить и подсоединила сзади, ровно там же, где мы подсоединяли, когда начинали вязать оборку. Вот я подсоединила рабочую нить, вот у меня оборка, вот они у меня справа и слева лямочки. Передний маркер ровно посередине спереди, и я ровно посередине сзади прикрепила рабочую нить. И сейчас я буду делать обвязку столбиками без накида по всей длине моей оборки, чтобы оборка у нас, вот видите, вот лямочка, вот она у нас идет лямочка, она как бы у нас получается вот оборка, и она выворачивается наружу. Поэтому нам нужно пройти ряд и провязать. Тем самым у нас вырез по оборочке будет красиво оформлен. И оборка ляжет хорошо на лямочках, будет лежать, и ничто никуда не будет заворачиваться. Поэтому вот я подсоединила рабочую нить. Я ее подхватываю. И провязываю 1-2 воздушные петельки. То есть
Чтобы было более понятно, вот у меня основное полотно, вот которое мы вязали. Это у меня задняя часть, сверху у меня ложится оборочка. Вот, я оборку опустила и сейчас подсоединила рабочую нить и буду, вот, как оборка сверху ложится, вот куда мы начали ее привязывать, эту оборку, по этому краю я буду вязать столбики без накида с пико, то есть сделаю обвязку ряда. Я буду вязать в каждый столбик, а количество пико, через какое количество мы будем провязывать пико, вы можете определять на свое усмотрение. Я слишком чистить не буду, но буду делать, чтобы это было более-менее у меня смотрелось равномерно. Как провязывать столбики, вы тоже смотрите, чтобы у вас это было равномерно. Старайтесь провязывать вот в каждую петельку. Вот видите, вот мы вязали столбик, 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 то есть вот между этими столбиками я и буду провязывать. То есть вы можете просчитывать, я, допустим, буду на 10-ю петлю провязывать пико. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-я петля, и пико я буду вязать из 3 воздушных петелек. Провязала, соединила, вот так вот. И дальше опять просчитываю 10 петелек. Тем самым у нас, вот когда мы вот этот ряд провяжем, у нас оборка будет ровно лежать вниз, смотреть, и она никуда не будет, у нас не будет лямочка выворачиваться, и все аккуратно будет лежать. Поэтому провязываем этот ряд пико на свое усмотрение. Можете так же, как я, на 10-ю петлю, можете любую рядность выбирать, и провязываем полностью по всему кругу. После этого, и когда я сделаю обвязку, нужно будет еще просто обычными столбиками без накида также обвязать пройму рукавов. Вот это я уже показывать не буду. Тут точно так же вот ровно посерединке, где у нас проходит боковой шов, подсоединить ниточку и пройти столбиками без накида по всем 2 проймам с обеих сторон. А сейчас мы давайте обвяжем горловину, чтобы наша оборка, наша рюша смотрела вниз и ничего у нас не загибалось. Последним этапом работы у нас будет вязание пояса. Вязание пояса мы будем вязать 4 нити крючком номер 3. Если у вас есть свободных 4 мотка, вы можете взять нити с 4 мотка. Я же делала по-другому. У меня пояс мне нужен был 1,5 метра. Я, конечно, сейчас не буду показывать на 1,5 метрах провязывать. Просто я вам покажу небольшой образец, чтобы была понятна суть. Я взяла, отложила на метре, допустим, вот условно 1,5 метра. Вот у меня, вот, к примеру, да, вот 1,5 метра, и сложила в 5 раз. То есть, я думаю, вы уже поняли, мы уже с вами в начале видео набирали 5 длин, 4, 5 я набрала, отрезала ниточку, вот. Потом точно так же я сделала 2-ю ниточку, 3-ю и 4-ю, чтобы мне не использовать 4 мотка. И это намного удобнее. Когда я это сделала, отмерила, потом я взяла все ниточки и начала их, сложила вместе и начинаю вязать. Тут, так как у меня тут длина коротенькая, мне проще, когда у вас будет ваша длина, у кого-то 1,5 метра, у кого-то может быть больше, будьте аккуратны, чтобы ниточки у вас не запутались, чтобы все ровненько лежало. Вот, мы сложили ниточку в 4 сложения, берем крючок номер 3 и начинаем набирать воздушные петли до конца цепочки.
Когда вы довязали до конца цепочки, закрепите ниточку хорошо. Разделите вот так вот на 2 и завяжите узелок. Хорошо подтяните все, и можно ниточку обрезать с одной и с другой стороны. И вот такой вот поясок я вязала себе именно вот такой, потому что на данное платье какой-то толстый или более объемный поясок будет, на мой взгляд, не очень хорошо смотреться, поэтому я связала вот именно вот такой поясок. Вы можете связать на свое усмотрение любой другой, но в моем видео вот я использовала в моем платье такой поясок. И это завершающий образ нашего платья. И давайте теперь посмотрим, какое же оно у нас получилось красивое и чудесное. Продевать поясок я продевала поясок в платье я именно вот где у меня была первая провязка, вот между столбиков я вводила вот так вот поясочек, и вот через определенное количество, как вам удобнее, этот поясок мы вводим и носим вот так вот красиво. И наше платье готово с таким чудесным воланом, с поясочком, и очень комфортное, очень красивое. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк, подпишитесь на меня, кто не подписан, оставите свои комментарии, и также я буду ждать ваши отзывы, ваши фотографии по ссылочке у себя в Инстаграм. Присылайте фотографии готовых работ, пишите комментарии, понравился ли вам мастер-класс и какие бы еще мастер-классы вы хотели бы со мной связать, какие бы еще работы вы хотели, чтобы я связала, выставила, сделала мастер-классы, и что хотели бы вы связать еще вместе со мной. Спасибо вам большое за то, что смотрите меня.